Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, ну и, конечно, прямыми эфирами. 25 число у нас, все меньше и меньше времени до Нового года, и, конечно, все больше и больше мыслей. А что ж вообще этот год принес? Будем все обсуждать вместе с Полиной Реутовой, она на связи, оптимистка в штатском. Полина, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители. Все вживую, друзья, формат живого эфира, он традиционен. Всем большое спасибо за поддержку. QR-код, который возле меня на экране, возможность написать чего на экране, если хотите, в качестве вопроса. Эти вопросы будем обсуждать. Также задавайте свои вопросы в сообществе YouTube. Там есть анонс нашей встречи, и люди уже заблаговременно пишут. В закрытом клубе телеграм-канал Шелеста, милости просим, и в чате трансляции. Это такой финальный будет спорт по вашим вопросам. С чатом будем общаться, с вашими вопросами, которые вы оставляете во время эфира. Естественно, всех призываю подписаться на Полину в телеграм-канале, ссылка в описании, как всегда. Ну и, конечно, проголосовать в нашем сегодняшнем опросе. А он такой: чего вы ждете в 26 году? И варианты: мира, войны, смены власти в Украине, какого-то перемирия, или ничего уже не жду, разочарован вот этим 25-м, и, собственно, как бы будет как будет, потому что ставить, загадывать какие-то, не знаю, там, мысли, в общем, извергать по этому поводу без толку. Вот мы прошлый год, вот уходящий год, да, вот что мы видели, да, вот овальный кабинет. И сейчас мы видим нечто подобное со стороны Зеленского. Опять выходят американцы, говорят: 90 дней, и мы поймем вообще, возможен мир, невозможен. То есть очередной дедлайн наметился. Уитакер, представитель США в НАТО, это все как бы выдает на гора. Получается, что как бы и год такой, вроде столько событий, столько всего, Стамбул даже почти вернули и возродили, а все равно все в пропасть. Вы чего ждете от 26-го? Я жду того, что ситуация будет развиваться в логике обстоятельств, а не в логике намерений. Ну, со стороны Украины и ее так называемых союзников. Потому что если бы она развивалась в логике намерений, а намерение у них предельно простое: Россия капитулирует, платит, кается, разваливается, самораспускается. Вот это их намерение. Обстоятельства несколько иные происходят у нас. Это движение линии фронта строго в западном направлении. Это совершенно очевидное отсутствие международной изоляции Российской Федерации, на которую пытались уповать контрагенты, которая поначалу действительно выглядела как изоляция в сравнении с тем, что было раньше, до 2022 года. Но этот дискурс был смещен. И ситуация будет развиваться таким образом, что, скорее всего, вопрос будет решаться на поле боя преимущественно. Хотя я бы отметила, что он и в настоящем случае на поле боя решается, потому что расстановку сил, баланс и конфигурацию определяет именно положение на земле. И те же самые американские так называемые партнеры, у нас это уже ново-старая дефиниция партнеры, у нас высшее начальство уже называет американцев снова партнерами, они бы себя вели совершенно иначе и в совершенно другой риторике действовали, если бы ситуация на земле развивалась не в пользу Российской Федерации. Я уже неоднократно заявляла, что их безудержное стремление скорее завершить этот конфликт связано только с одной причиной. США, как выразитель воли коллективного Запада, несмотря на то, что сегодня он не монолитен, является подлинной стороной этого конфликта. Украина в данном случае это инструмент, и стороной конфликта она не является. А они, как сторона конфликта, этот конфликт проигрывая, не хотят таковой фиксироваться. И для того, чтобы минимизировать уже имеющиеся убытки и оставить за собой как можно больше кусок подмандатной территории, кое они Украину давно полагают, они стремятся этот конфликт закончить. И это определяется, такая конфигурация, именно в результате того, что происходит на поле боя. На поле боя Российская Федерация демонстрирует успехи путем продвижения, путем смещения линии фронта на запад. И плюс экономические и внешнеполитические работы со стороны нашего государства тоже этой истории способствуют. Поэтому я жду, что ситуация будет развиваться в том же ключе. Говорить о том, можно ли надеяться на завершение боевых действий, вероятно, то, что вы имели в виду, когда задавали вопрос.
Ну, если прилетит какой-нибудь черный лебедь внезапно, они своей внезапностью характеризуются. Это набор обстоятельств или какое-то одно большое обстоятельство, которое невозможно предугадать или невозможно, проявление которого невозможно никак остановить, тогда, возможно, да. Но пока я этого, к сожалению, не вижу, потому что вот эта глобалистская тусовка, главным выразителем воли которого являются, как я их называю, шмотки Антанты в лице Парижа, Лондона и их, скажем так, клиента в виде Украины, а конкретно Зеленского, они всячески саботируют этот процесс, потому что им крайне невыгодна остановка боевых действий сегодня, поскольку это будет означать, что Российская Федерация имеет ресурсы и возможности больше не отвлекаться на украинское направление и усиливать свою обороноспособность в случае потенциального будущего большого континентального столкновения в Европе. Пока что так. Если даже анализировать как выразителя мнения и позиции слова Зеленского, и то, что было слито там в виде 20 пунктов и так далее, это лишнее подтверждение того, что на подлинное урегулирование, а подлинное урегулирование возможно только в случае, если предложенные методы соответствуют реалиям и возможности имплементации, а этого мы не видим там, это говорит о том, что они не стремятся к тому, чтобы вот конфликт в своей горячей фазе прекратился и перешел полностью в плоскость дипломатического урегулирования. На Тут есть, сегодняшний момент так. есть определенный нюанс. Вы сказали слитые пункты. Это не слитые пункты. Не, Это... ну там разная Не-не-не, интерпретация. стойте, стойте. Это вот очень важно. Слитые — это если какая-то вот Лемонт, например, если бы только они опубликовали. Это, можно сказать, слитые через прессу. А так Зеленский сам их, это уже не слитые пункты, это уже мы имеем определенную позицию. Ну, то есть это вот его позиция. Если анализировать эти 20 пунктов, ну там как бы, смотрите, многие узрели в этом определенную, там, не знаю, чуть ли не предвыборную историю, потому что там договор с США, членство в Европе, как бы, ну, не состыкуется, это не предмет. Ну, плюс, конечно, спорные моменты там по ЗАЭС, по территориям и так далее. Зеленский это препарирует и туда как бы внедряет. Это вот четкое видение. Вот опять непонятно. США не говорят. То есть, что об этом они прям договорились с украинской стороной. Я вот действительно искал, думал за вот эти сутки, ну там чуть меньше, после появления этих 20 пунктов официально у Зеленского, что, как Америка реагирует. Да, западная пресса пишет, что это 20 пунктов, да, но что это их содержание вот это и согласовано с Америкой, что это прям американское тоже видение ситуации. И, простите, я, ну, как бы не берусь по состоянию на момент нашего эфира с вами это утверждать. И думаю, никто не берется утверждать. Плюс еще какие-то там сигналы от Bloomberg, мол, из Кремля, источники близкие говорят о том, что вот, это вот типичный украинский план, за основу там, короче, не подходит это все. Сегодня выходит Захарова и говорит, слушайте, так нет у них никаких источников. Ну, то есть, поэтому так и относитесь к этой информации. Непонятно, что сейчас, ну, как бы, вторая и третья сторона, если мы берем первую сторону, как Зеленского, который опубличил это все, что они думают по поводу этих 20 как бы, снарядов, которые полетели в публичную плоскость? Вообще, зачем это опубличивать? Что вы думаете по поводу... Это же политический акт Зеленский совершил для того, чтобы эти все 20 пунктов все вот это вот разбирали и четенько там раскладывали по полочкам. Это смещение мотива на цель. В данном случае я сейчас простую аналогию приведу, максимально понятную. Как вы сказали, заявленная позиция, его хотелка условно, да? Но для чего предлагаете некоторый набор пунктов, который невозможно имплементировать, который имплементирован не будет и на который не согласятся все ключевые акторы этого процесса?
все, подчеркиваю, какая-то часть согласится, но далеко не все. Например, Российская Федерация, и у меня есть подозрение, Соединенные Штаты, вами вышеупомянутые, тоже не очень чтобы согласны, потому что если что-то согласовано с американцами, то это что-то ранее американцы согласовали с русскими. По-другому быть не может в данном случае. Здесь так эта спайка работает с учетом вот всего того объема встреч, разговоров, значит, взаимодействия рабочих групп и так далее. Для чего, так, аналогию сейчас приведу, которую хотела. Да, вот его хотелка. Я завтра под новогоднюю елку положу, значит, письмо Деду Морозу. Предполагаю, что почти в 33 года я все еще продолжаю верить в это мифическое сказочное существо, сказочного деда, который умеет исполнять все желания. Напишу, скажу: Дедушка Мороз, я себе хочу на Новый год, значит, самолет Ил-96-300ПУ. Ну, я его обожаю, он реально классный самолет, мой любимый. А при этом я как бы где-то, наверное, осознаю, что вряд ли это возможно. Я не то, что его не могу получить там в подарок, даже в пользование, потому что у нас на нем летает только первое лицо. Я первым лицом не являюсь. При всем желании я не могу на нем полетать. То же самое, если мы обратимся к этим 20 пунктам. Хотеть можно много чего. Но в случае, если ты это заявляешь, это даже не декларация о намерениях, это сказки Венского леса, потому что декларация о намерениях, она как-то ближе к реальности все-таки. И есть логика опять намерения, а есть логика обстоятельств. Чем ближе эти два полюса, не полюса, чем ближе эти две конфигурации, тем больше шанс, что реализация в той или иной форме возможна. В данном случае, как мне представляется, это все было вывалено для одной единственной цели. С тем, чтобы не было разговоров о том, что у Украины даже плана нет. Хотя этих планов перемоги было уже 100-500 штук в разных вариациях. Все можно объединить в один пункт. Россия капитулирует, платит, кается, разваливается и дальше. Все, тогда можно к одному пункту сводить с несколькими вот этими подпунктами и не распыляться на 20. Он это вываливает для того, чтобы продемонстрировать в духе постмодерна заполнение пустоты. То есть он это вываливает не для того, чтобы это было имплементировано, не для того, чтобы запустить какой-то процесс, а для того, чтобы сказать, слэш написать, заполнить пустоту и заявить о том, что он проделывает некоторую работу. Все, больше ни для чего. Потому что если бы работа была нацелена не на демонстрацию процесса, а на результат, это отражало бы хотя бы минимальные реалии, в которых мы сегодня находимся. Вот этот странный план из странных 20 пунктов, там каждый можно отдельно разбирать, но это долго будет. Многие противоречат один другому, кстати. Там первый пункт самый роскошный, и все стороны, значит, подтверждают то, что Украина – это суверенная независимая держава. А является ли суверенной и независимой державой держава, которая требует, чтобы кто-то это подтверждал из внешних акторов? Уже как-то вопросы к суверенитету, вежливо Нет, говоря. безусловно. Тут, Да, а да. с кем ты тогда подписываешь этот договор? Возникает вопрос, да? Да, и здесь и так можно по каждому пункту проходиться абсолютно. То есть он не для того, чтобы это было, повторюсь, имплементировано, опубликован. Он опубликован для того, чтобы, как вы верно заметили, мы это обсуждали. И как акт демонстрации того, что некоторая работа была проведена. Некоторая работа в этом направлении, чтобы его же все обвиняют, и, кстати, значит, не сказать, что это необоснованное обвинение, что господин Зеленский не очень, чтобы стремиться так-то войну завершить, и придумывает различные поводы, оговорки, кивоки для того, чтобы боевые действия продолжались. Вот, собственно, он это и делает для того, что, смотрите, мы потужный пункт незламности, значит, написали еще из 20 пунктов, а русские не хотят его выполнять, а это значит, что русские не хотят завершить войну. И вот на это будет упираться вся эта конструкция, как обычно.
То есть, если бы он написал там из одного пункта «Россия капитулирует», а Россия не хочет капитулировать, он будет выходить и говорить, что Россия не хочет выполнять мой мирный план, равно капитуляция России, значит, Россия не хочет мира. Вот такая будет подмена понятия, она происходит регулярно и будет происходить обязательно и дальше. Вот исключительно и только для означенного выше этот план и был продемонстрирован миру, который мы уже обсуждаем вторые сутки. Вот так Нет, вижу. ну, понимаете, там кроме этого есть еще такая история. Почему это все смахивает на какую-то предвыборную историю Зеленского? Потому что я бы так не утверждал, если бы не было потом пробросом, а мы мобилизацию отменим, ну или частично ее каким-то образом. Если подпишем сейчас все, да, вот все утрясут, выйдем, там же какой финальный пункт? Значит, Совет мира во главе с Трампом, и как только все стороны согласятся, значит, сразу перемирие, прекращение огня имеется в виду, и все как бы, ну, нормально. Украинская социология, как бы к ней ни относились, вот сейчас там дали новые цифры, в общем, 78% так или иначе хочет переговоров, да, ну и, короче, переговоров, навоевались с точки зрения, там под разным соусом разные, скажем так, эти моменты выставляют социологи, но тем не менее, Украина навоевалась. Хорошо, но так надо соответствовать, и вот Зеленский пытается соответствовать. А что все-таки могут предпринять американцы? Кажется, что мы в конце 2025 года можем делать определенные выводы о Европе. Значит, в этот год нам принес такую форму, как коалиция желающих, которая ни шатка, ни валка, так, сяк, эдак, в общем, каким-то макаром пытается функционировать. Даже Макрон нам говорил, что есть какая-то штаб-квартира этой коалиции под Парижем. Макрон предает Мерца, об этом пишут. Значит, Макрон говорит, надо идти на контакт с россиянами. Макрон говорит, будем мощь, в общем, строить там свои корабли. Ну, это как бы к делу не шибко относится, но, в принципе, выделяет его как человека с отдельной позицией. Но в то же время спецоперация по затягиванию и срыву договоренностей, опубличивание вот этих 20 пунктов, опубличивание, она ведь тоже ноги с Франции растут. То есть Зеленский написал и Ля Фигаро написали, представляете? То есть понятно, что Лемонда. это... Ой, Лемонда, извините, да. Лемонд и Зеленский. Это четко видна вот эта игра. Мерц, который обиделся на Макрона, ну, у него дело 13, его номер 13, ему надо деньги платить, выделять. Ну, там тоже уже как-то заерзали. Писториус поразил недавно министр обороны Германии, говорит, так мы ждем, мы готовимся, бомбоубежище, все, война с Россией. Я потом говорю, да нет, говорит, не будет Путин нападать. Представляете? Не будет Путин нападать. То есть абсолютно какая-то, ну, противоречивая информация доносится из уст, казалось бы, еще вчера консолидированных, объединенных европейцев. Действительно ли этот развал может привести к тому, что 26-й год из 90 миллиардов, которые выделили на 2 года, ну, получат горстку или не получат ничего киевский, скажем так, режим для того, чтобы эту войну продолжать. Хоть как они не расшаркивались перед Европой и говорили, что все, это наша финансовая гарантия безопасности, это возможность продолжать войну. Ну, тут вариантов несколько. Вы же задали вопрос, как в первую очередь, как американцы себя будут вести. Ну, это имеется в виду, что как американцы будут справляться с Европой. Мы это вышли на финал 25 года под этим вопросом, поэтому я американцев спрашиваю. Да. Угу. Значит, здесь от американцев зависит ситуация в той части, поскольку Зеленский, как выразитель вот этого общеевропейского взгляда на данный региональный конфликт, общеевропейский взгляд, мы напомним, Россия капитулирует, платит, кается и далее по списку и разваливается, а потом заходит колониальное правительство в изгнании, которое в ПАСЕ сейчас эту шайку сколотили, по идее, да, и решает уже вопросы кулуарно с так называемым райским садом. Это их план. Американцы, поскольку с Россией взаимодействуют, у них взгляд на эту ситуацию несколько иной. И несколько иной взгляд на Зеленского, потому что они его уже своим клиентам, Украину они все еще полагают своим клиентам,
ну, как общность некоторую, да, экономически территориальную. А Зеленского уже нет. Зеленский – это клиент ошметков вот этой глобалистских элит, с которыми Трамп не в самых добрых отношениях. И в данном случае, поскольку публично и декларативно вся эта история держится на Зеленском, единственное, что могут сделать американцы для эффективного с их точки зрения, да, и, может, отчасти с точки зрения России решения данного вопроса, это полная политическая девальвация Зеленского, если не смерть политическая. Для этого должны пойти в ход все возможные компроматы, все возможные данные, которые имеются, что примерно никто не сможет не заметить. То есть какие-то такие должны быть лютые публичные сведения, при всем при том, что уже полный набор имеется, так, по большому счету, для того, чтобы из политического деятеля политический труп устроить. Должно быть что-то лютое и напрямую связанное с Зеленским. Тогда у европейцев, возвращаясь к вопросу, что делать европейцам, возникнет срочная необходимость кого-то нового на пьедестал поставить, выразителя их мнения, то есть нового лидера свободного мира, условно говоря. А в такие сжатые сроки это может быть большой проблемой. С учетом того, что внутриполитическая конкуренция, несмотря на полное отсутствие любой оппозиционной мысли, потому что оппозиция задавлена, половина в тюрьме, вторая половина за рубежом, третья половина под корягой или под санкциями, то есть разные варианты, полностью политическая конкуренция задавлена, она при первом удобном случае будет возобновляться, в том числе и в публичной плоскости. И как только что-то произойдет с Зеленским, какая-то крупнейшая девальвация самим гегемоном, руками самого гегемона, там через филиал ФБР под названием НАБУ или через какие-то другие инструменты, не суть важно, придется срочно искать нового лидера свободного мира и выразителя этой общеевропейской позиции и общеевропейского взгляда на вот этот конфликт глобалистских элит. А вот это уже сложно и может не получиться, потому что начнется, как говорит, развал схождения, шатание режима, настоящее, подлинное, силами его же акторов, и силами тех же людей, которые во многом, кстати, сейчас обеспечивают его функционирование. Да, уже начнется проблема. Вот то, что могут сделать американцы, это политически, возможно, и не только политически, это как пойдет, значит, похоронить человека, который сегодня себя называет президентом Украины. Это первое. Потому что надо будет быстро искать нового лидера. Кто-то скажет, что уже Залужный там на подхвате, может быть, но могут не успеть. Все-таки И у что тогда? него Ну вот, давайте смоделируем ситуацию. Вот не успевают, и что тогда? будут вынуждены уже согласовывать конкретно позицию с американцами и, соответственно, с россиянами, для того, чтобы окончательно не утратить лицо. И здесь уже действительно вопрос, а куда же пойдут эти 90 миллиардов, значит, и на что они действительно пойдут. Еще интересный отдельный вопрос, когда все говорят про выборы, я хочу всем напомнить, а тем, кто не знает, рассказать, кто будет обеспечивать электоральный процесс, уже это было заявлено, британцы полностью, да, и охрана так называемая, я бы сказала, конвой избирательных участков, там, и обеспечение почета голосов, обеспечение безопасности, так называемой безопасности, да, и, то есть полностью электоральный процесс уже как зафиксировано документально и, насколько понимаю, ратифицировано украинской стороной, будет обеспечивать Британия. Тоже интересно, да. Здесь тема, конечно, про Залужного любопытная в данном случае или для кого-то другого. Ну, могут просто физически не успеть. Возможно, они сейчас какого-то Джокера нового и готовят, который сможет выйти. Вот, яркий выразитель их мнения может быть менее или не столь токсичный. То есть мнение тоже, только фигура менее токсичная, скажем так. Может, мы просто пока об этой фигуре не знаем, скорее всего, это уже готовится, потому что они понимают, что могут просто не успеть. А пока они вот эти подготовительные процессы производят, они всеми силами пытаются оставить Зеленского на той позиции, на которой он сейчас находится. Тут уже вопрос, как говорится, к американцам, готовы ли они
считая и полагая справедливо Зеленского довольно серьезным препятствием. Коллективный Зеленский, не как одна фигура, один человек, а как Зеленский, его подельники и его хозяева. Вот коллективный Зеленский, как главное ключевое препятствие достижению тех целей, которые американцы у себя, которые американцы заявили и которые пытаются согласовать с русскими. Здесь уже должна быть работа вот на разрушение вот этой вот конструкции. Пока это возможно, с учетом того, в какую эпоху мы живем и какую манеру публичной дипломатии выбрала та же украинская сторона, а это публичная дипломатия через прессу, то раз они себя позиционируют и поднимают всячески свой имидж, как они считают, в глазах мировой общественности, то через те же каналы коммуникации в виде прессы этот миф и будет разрушаться, но потом будет присовокуплено как-то, присовокупят уголовные дела разные и так далее. Возможно, не только в украинских юрисдикциях, а в тех же американских. Очень интересный эпизод был, ну вот вчера, сегодня там по разнице часовых поясов, который прям требует отдельного внимания. Цитата Хантер Байден. «Я был очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение. Это была абсолютная ошибка моя в работе в буризме. Не из-за того, что я сделал что-то, за что мне стыдно, или что-то вызывает у меня какие-то противоречивые чувства в связи с тем, что я делал для буризма, а из-за политической позиции, в которую поставила это нас всех». Полина. Наркоман. Алкоголик. Ну, там, похождение его тоже по женщинам. Девиантное лицо. Да, то есть обсуждают. Сын Байдена. Маразматика. Ну, маразматика не маразматика, но который, уходя, все быстренько задним числом помиловал всех, кого надо, в том числе и его, то есть вот, нормально все, то есть вот он как бы этот, знаете, в этих всех разных реалити-шоу, там, тотем какой-то, в общем, чтобы тебя не выкинули в новой серии, собственно, вручил, оставил после себя, то есть это ход такой очень дальновидный. Но само заявление про змеиное кубло, которое из себя представляет Украина и украинский политикум, и коррупция в Украине, само заявление именно сейчас из ряда демократов, ну, это же голос из другой пещеры. Это же эхо, которое доносится, казалось бы, от таких природных идеологических союзников сегодняшнего режима, Зеленского. Там говорят, что глобалисты перекочевали в Европу, это отчасти правда, но это от Хантера Байдена слышать, это достаточно серьезный звонок. Просто нужно разобраться. Ну, вряд ли он там это давал интервью под чем-то, что это можно серьезно не рассматривать. Это сигнал какой-то очень яркий политический. О чем он? Может быть и под чем-то, но он как выразитель мысли здесь выглядит особенно ярко, поскольку был одним из ярких символов тех процессов, о которых он вещает с недоумением и разочарованием. Вот эти мемы буризмана только ленивый, как говорится, не помнит, да. То есть, когда получал этот кадр за то, что не делал вообще ничего, гешефты очень серьезные, да, плюс это серьезное было политическое давление, через вот эту прокси-историю про буризму оказывалось воздействие на людей, выполняющих властные функции, осуществляющих властные функции в Киеве. И это все строилось на коррупции, которую он фактически олицетворял, за что ему конкретно прилетало, и в том числе через предвыборную кампанию уже и действующего президента Дональда Фредовича, да, что указывались какие-то мутные связи с украинской стороной, в том виде, в котором она была на тот момент. То, что сейчас он об этом начал вещать, ну, это, знаете, с одной стороны, вот первое предположение,
Возможно, ему о чем известно, о том, что может что-то, какие-то новые данные скоро будут вываливаться в прессу, особенно на фоне предстоящих промежуточных выборов, где в борьбе республиканцев с демократами все средства хороши. Это по-любому будет использоваться, а демократы – это такие товарищи, которые Украину в ее нынешнем варианте более чем поддерживают. Вот, чтобы как-то смягчить возможный удар, или, возможно, или какое-то уголовное преследование, потому что там уже ходили же разговоры, что вот эти вот все помилования, о которых вы сказали, да, всего своего окружения, они как-то отменены могут быть, потому что неправомочная или не та подпись стояла, или это была не подпись, а что-то другое. Много вариантов механизмов. Я думаю, что это будет рассматриваться, оспариваться. Вот эти вот истории про заведомое помилование всех членов семьи Байдена и их окружения. Это будет как-то происходить. Это первый вариант. Второй вариант в стандартной манере людей, которые раньше были удел, а потом через несколько времени удел быть перестали. Вот как разные бывшие президенты, вот там те же польские президенты или некоторые бывшие канцлеры. А уже люди не при должности, ни на что не влияют, но у них прорывается значит, желание рассказывать всю пронзительную правду, как это было на самом деле. Про те или иные события, в которых они непосредственное участие принимали. Это второй вариант. Может быть комбинация этих двух вариантов. То есть, возможно, он о чем-то знает. Но демократы и вот эта глобалистская вся пресса, особенно если это идет в форме прямой речи, понятно, когда слив там инсайды, источники анонимные, которые никто никогда не видел, но почему-то все в них должны верить. Это типичная тема. А вот если идет уже ссылка на прямую речь некоторого лица, то это уже осознанный действительно вброс в прессу определенного нарратива. Возможно, что-то скоро вскроется. То есть касательно работы Демпартии на украинском треке в качестве инструмента политической борьбы. Тем более сейчас у Трампа не самые приятные времена касательно вот этой истории с делом Эпштейна. Да. Об этом буквально гремит вся не только американская, но и западная медийка. Счастливо потирают ручки противники Дональда Фредовича, коих в огромных количествах повсюду. И они весьма влиятельны с деньгами и с политическими амбициями. Нужно как-то контрудар какой-то наносить медийный. В первую очередь он будет идти как раз по демократам, и с учетом актуальности украинского вопроса, вполне возможно, что история будет как раз связана с какими-то мутными делами демократов с украинской верхушкой. Возможно, даже в правовое поле это будет как-то перенесено в той местной юрисдикции, возможно. И для того, чтобы этот риск прохеджировать, выходит это удивительное, крайне смешное заявление от столь одиозного персонажа. Конечно, да, очень потешно это все выглядит. Но опять-таки то, что, знаете, называлось раньше пропагандой и ПСО, какими-то вещами, вот оно проходит время и становится опять, собственно, ну, как-то... Ой, так это же правду, оказывается, говорили тогда, да? Думают люди. Хотя это такой очень интересный маркер. Вот вы просто заговорили о черных лебедях, он может быть черным лебедем в определенной части, потому что условно прищученные демократы из семьи Байдена, ну, прищученные уголовно новой властью трамповской, в этом году пришедшей администрацией, Украину будут очень легко сливать. Очень легко сливать. В плане там того, что они не будут там покрывать, держаться. Говорит, да нет, это все они. Это не Байден приезжал вице-президентом и говорил, уберите этого нехорошего Шокина, да, это они там, у них там это все, иначе миллиард не дам. Ну, это помните, когда при Порошенко Да, еще. с прокурором, да. Ну, то есть, это все у них такая история. Поэтому тут как бы слив может начаться вообще в неожиданном месте. На то-то он и черный лебедь. Вы можете как-то вот объяснить,
каким год был для Зеленского. Вот исходя из его манеры, из его речи. Значит, я уже упоминал, овальный кабинет, это было нечто. Ну, то есть, это было, казалось бы, все должно обрушиться. Но потом как-то перетоптались. Даже некоторые говорят, вот смотрите, рейтинг подрос после овального кабинета, после этого разговора с Венсом, с Трампом. Я напомню, выгнали украинскую делегацию, даже не покормили обедом. Обед раздали, ну, людям. Потом дальше мы видим смену тактики. Начал хвалить Трампа Зеленский. Продолжается сейчас до сих пор эта тактика. Параллельный Стамбул ничего не принес. Принес только обмен людьми, да, военнопленными, туда-обратно. Обмен телами, по большей части, в одну сторону. Чуть, гораздо меньше, вкратно меньше в другую. И вроде как это основной итог. Стамбул-2, или там Стамбул возвращение, он сейчас на стадии того, что обменялись меморандумами, и все об этом забыли, понимаете? Дальше эти визиты бесконечные Зеленского к Трампу и, казалось бы, осенний шанс, говорит ему Трамп, давай, побеждай, у тебя все получится, я введу санкции против Путина, я вот все, сейчас вот на поле боя побеждай. С началом осени это произошло. Карты, которые там кто-то рвал, кто-то выбрасывал, непонятно, чьи там, американские, украинские. И вот сейчас мы приходим к тому, что Зеленский, который и матюкнуться мог в эфире американского телевидения, и чего-то там выдать такого, в рождественском обращении, сегодня Рождество... Чтоб сдох. Там не сдох, а сканав. Сканав, да. Чтоб он сдох, да. Чтоб он умер. И это желание всех украинцев, но у Бога просить такое нельзя, поэтому мы, украинцы, попросим мира. Это так, свободный перевод того, что он сказал. Причем он 8 минут обращения, причем такого обычного, прописанного, красиво сказанного, но он стоял и ему не терпелось высказать. Он знал, что там шутка заготовлена в конце, которая всем понравится, и, собственно, с этим видом КВНщика, по левую руку от которого Масляков, он, обращаясь в зал, и ждал момента сказать этой шутки. Но шутка-то горькая на самом деле, потому что если проанализировать путь Зеленского за 25 год, какие бы вы основные моменты выделили, да, и как он изменился? Изменился ли как-то? Кстати, в топ вопрос, а он с Ханукой поздравлял? Обращения не было. Жаль. Ладно. Отвечая на ваш вопрос. Глобальный Зеленский достиг своих целей в 2025 году. И здесь важно подчеркнуть, цели Зеленского не тождественны целям Украины, если рассматривать Украину как некоторый субъект и, так сказать, искать пути решения вопроса, которые будут на благо стране. Это не тождественно с целями Зеленского, это надо подчеркнуть. У него цель другая. Ценой как раз Украины продолжать собирать медийный, личный, финансовые гешефты по всем возможным направлениям через ведение боевых действий, потому что именно ведение боевых действий оправдывает его дальнейшее нахождение у власти, которое давным-давно уже должно было прекратиться. Также 2025 год можно характеризовать как все-таки борьба Зеленского за выживание в прямом смысле этого слова, потому что во многом то, что он все еще жив, это следствие того, что он номинально занимает пост так называемого президента, легитимность которого базируется на внешней легитимации со стороны его так называемых партнеров. И это повод для того, чтобы британцы его продолжали охранять, что во многом, опять-таки, обеспечивает его живучесть до сих пор. Что он еще физически жив, это спасибо британцам, и спасибо тому, что он сейчас при должности. Все. То есть борьба за выживание плюс сбор гешефта. Я с вами буду спорить здесь. Прям, смотрите, пока ему ничего не угрожало со стороны России, так точно.
А со стороны России не угрожало. Так, ну, Но смотрите, но вот есть-то сегодня, другие, Саша. В том-то и прикол, вот понимаете, что сегодня со стороны России как раз ему реально ничего не угрожает. опять-таки, сегодня Буданов нарядился в экипировку и поехал на фронт. Там кому-то какую-то медальку в поле вручил, показали, это все красиво. То есть на запорожском направлении. Сам, опять, можно спорить, было, не было по поводу этого Купянска. Сейчас сообщают, что там идет контрнаступление вооруженных сил Украины. Причем сообщают и в России, и в Украине, и все, в общем, там друг друга ну, критикуют. Одни говорят о том, что там последние резервы жгутся в Купянске ради того, чтобы медийно победить и до Нового года там зайти в город и, мол, утереть нос Путину, который на прямой линии об этом говорил, вспоминал, и показать, что Зеленский там действительно был. Но это все равно близко, там километр от города. Вот эта фраза Путина «заходи в дом». Ну так его не трогают. Ну, то есть, поэтому тут как бы Так угроза русские, жизни. Саш, я же про это и говорю. Одно же другому не противоречит. Если ему что-то угрожает, это совершенно не тождественно, что ему угрожает именно Россия или что-то связанное с Россией. Ему угрожают другие люди, другие структуры, другие интересанты. Это не Российская Федерация. В том числе его ближайшее окружение. Вот в чем дело. И только благодаря тому, что у него охрана британская с серьезной разведывательной школой, уникальной по своей сути, он до сих пор живой, что еще ни одного заговора качественного не было реализовано. Потому что если рассматривать ситуацию через ту призму, которую вы предлагаете, то получается, что единственное, что угрожает Зеленскому, это Российская Федерация и физическое уничтожение руками Российской Федерации. В том-то и дело, что он прекрасно знает, что Россия ему конкретно ничем не угрожает. Вот и все. У него есть гораздо более серьезная угроза. И это совсем не Россия. Как раз Россия – это чуть ли не единственная страна, которая способна обеспечить его безопасность по-настоящему. И от этого ему, я думаю, особенно обидно. Поэтому, возвращаясь к ответу на ваш вопрос, преимущественно он добился своей цели. Цель была остаться у власти, продолжать получать материальные блага, репутационные, поддержать свою легитимность. Как подтверждать? Делать вид, что он какой-то легитимный, потому что его принимают по разным столицам, ему звонят, с ним фотографируются значит, и периодически даже что-то подписывают. Но, кстати, обратите внимание, не особо, чтобы что-то такое фундаментальное оспорить, что в дальнейшем не сильно бы хотелось оспаривать, вот так скажем, аккуратно. Поэтому цели он своей добился, живой, на свободе, ну хотя на свободе тут, как говорится, одно мгновение отделяет охрану от конвоя, вот, и, собственно, и номинально остается как бы осуществлять набор властных функций. То есть здесь следует сказать, что свою цель на 2025 год он выполнил. При этом я далека от мысли, что он все-таки, несмотря на количество награбленного и содеянного, слишком чтобы счастливый человек. Я что-то в этом сильно сомневаюсь. Ну, там Ермака убрали, конечно, не несчастливый человек. С кем же Придется. теперь в бункере спать? Ну, Конча Заспа вроде как появилась. Не, Может, ну он... Конча Заспа и всегда же была, просто бункер – это более интимный характер отношений. А здесь вот даже уже закончив Заспу, значит, шпыняют, кто там, «Зеркало недели» или кто это написал, какое-то интересное украинское издание, такие пикантные подробности взаимоотношений. Уже какой шейминг уже пошел. Конечно, это сильно бьет по психоэмоциональному состоянию. Хорошо. Изменился ли Зеленский за год? Нет, не изменился. Все то же самое. Что, чего добился и где проиграл Путин? Потому что за 25-й год. Смотрите, вот сейчас нам, вот мы с вами говорим, и ну, это там сложно проверить, ну, российские мониторы сейчас фиксируют полеты ракет по российской стороне.
Предположительно, пока по состоянию на сейчас, ну, мы в прямом эфире, там изучить это быстро, там сейчас не представляется возможным. Вроде как Storm Shadow запустили. Ну, там же тоже длинные Нептуны, Фламинго, там Порошенко выходил, говорил, что летит длинный Нептун, а с ним Фламинго. Короче, то есть как ракеты летят. Сегодня сообщили о том, что в Темрюке пожар на порте. Значит, этот порт был атакован дронами, и серьезный пожар по нефтепродуктам. Газовую станцию там в другой области. В общем, каждый, ну, объективно давайте, то есть ущерб есть, и он наносится регулярно. Иногда даже как-то недоумеваешь, потому что убытки большие. Ну, с точки зрения денег, финансовых затрат для российской стороны. И тут как бы возникает сразу два момента. Да, это, возможно, не тот ущерб, который, и его там очень сложно сравнивать с украинским ущербом. Потому что сейчас морозы, энергетика серьезно пострадала. В общем, катастрофа, она вот додвигается, чем ниже на термометре показывают ртуть, да, тем, в общем-то, больше вероятность катастрофы. И плюс еще порты тоже выносятся, Черноморск, Одесса, энергетика и так далее. Но вроде как не повод для России, да, идти на мирное соглашение. Но повод решать вопрос, ну, то есть конкретно, в принципе, есть. Удары достаточно серьезные по российской стороне, и они обеспечиваются и дополняются еще и физическими ликвидациями в Москве, в городе-герое Москва. Причем там, начиная от таких не шибко, сейчас уже поумнели, там берут на себя ответственность, но тем не менее там очень серьезных генералов, так и каких-то полицейских, которые как бы ГИБДДшники, ну когда-то вроде воевали, ну так, ГУР описала эту ситуацию, которых тоже там через какого-то ивановского хлопца попытались его там шантажировать сливом данных госуслуг. Короче, обманом, шантажом, вот его с этой взрывчаткой к ним отправили через такой психологическую обработку и воздействие, вот такую вербовку. То есть за 25-й год не сказать, что как бы не было пропущено ударов российской стороной, и ударов достаточно болезненных. С другой стороны, вы отметили это в самом начале, есть международная компонента. Вчера приходят сообщения, что Индия опять покупает нефть у России, опять самый большой. То есть встречи в Индии, встречи на международном уровне. Как этот баланс 25 года оцениваете вы по состоянию Путина, ну как, да, и российской стороны вот эти вот военные, точнее не прямые военные, а околовоенные вещи ущерба продолжения войны? Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, надо потенциально сопоставлять текущий ущерб, который приносит состояние войны, в котором мы находимся, и потенциальный ущерб, который будет нанесен в случае, если сейчас боевые действия будут остановлены. Мне кажется, это несопоставимые категории. Сказать, что год – это год успешного успеха по всем параметрам, но это будет лукавство. Если глобально смотреть, цель достигается, и то я не являюсь сотрудником Генерального штаба, у меня нет допуска к гостайне первого уровня, чтобы делать выводы касательно того, какие там целеполагания реально. Они, безусловно, есть, да, чтобы оценивать успешность либо неуспешность реализации стратегии. Можем оценивать только то, что имеется в открытом доступе, и как-то сопоставляя дебет с кредитом, как говорится. Касательно ущерба, глупо отрицать, что ущерб наносится, что он существенный. Глупо отрицать, что это вот эти все процессы, они оказывают прямое влияние на экономику, вынуждают в какой-то степени непопулярные решения принимать там в части поднятия налогов, например. Ну, это вот эта внутренняя история, которая непосредственно на каждом человеке отразится так или иначе, потому что все ходят в магазин, все платят рублями,
Вот, плюс-минус в одних и тех же местах, как говорится. То есть, если вот так приземленно эту ситуацию рассматривать, то, конечно, есть ущерб. Но повторюсь, если сравнить текущий ущерб с тем ущербом, который будет получен в случае, если на данном этапе боевые действия будут завершены или каким-то образом Россия откажется от части, от какой-то существенной, серьезной части ранее заявленных целей своих, да, в ходе этой военной кампании, то ущерб будет несопоставимо больший. Почему? Я, я бы это так оценила. Ну, Потому что что конкретно вы имеете в виду? несопоставимо больший. Ну, Ну, смотрите, во-первых, закончится война, снимут да. санкции, потечет А кто сказал, валюта. Саша, кто сказал, что их снимут? Все это хрень на постном масле, я в это не верю. Максимум, что может быть, это если какая-то будет понятийка с американцами, какая-то часть американского сектора будет снята. Ну что, как по принципу домино повлечет отмену ряда или упрощение ряда санкций уже израильского сада, так называемого, потому что там во многом они связаны. Это может быть. Иран сколько лет под санкциями? Что, сильно отменяли? Сколько раз обещали? Все это ерунда абсолютно. Еще в плане, скажем, что еще можно сказать? Понимаете, мы уже во всей красе наблюдаем результат комплекса собственного бездействия или слишком мягкого действия в некоторых компонентах внешней политики Российской Федерации. Самый яркий пример – это, о чем мы с вами ранее неоднократно говорили в ваших эфирах, это откровенное, к сожалению, попустительство работы на украинском треке со стороны Российской Федерации еще до начала специальной военной операции и еще даже до крымских событий. Слишком много было попущено, скажем так. И опять-таки, возвращаясь к модели семейной системы, о чем я ранее говорила, не Россия в отношении Украины, не Украина в отношении России, они нейтральными быть не могут онтологически. Потому что это одна цивилизационная общность. Вот. А у нас была попытка поиграться в нейтральность, кстати, с обеих сторон. Как можно быть нейтральным к ближайшему родственнику? Это суть предательства. Вот мы, собственно, и наблюдаем результаты вот этой вот деятельности. Россия как более сильное государство, изначально с большими ресурсами и принципиально иным международным представительством, ну, с моей точки зрения, это было, ну, я думаю, и у нас начальство, кстати, косвенно это, даже не косвенно, даже прямо это подтверждает, что много было совершено ошибок. Вот тоже расширение блока НАТО, например. Ну, понятное дело, что это экзистенциальная, фундаментальная угроза безопасности. Безопасности. По поводу Вот. Саш, тут можно долго продолжать, просто пока, и еще раз я хочу это подчеркнуть, Украина не является, с моей точки зрения, стороной конфликта, она инструмент. Поскольку она не является стороной конфликта, она, не будучи субъектом, в данном случае не может Российской Федерации проиграть. Это привет всем патриотам украинским. Но одновременно с тем, до тех пор, пока Украина во вражеской самой себе, что важно, сущности и состоянии не прекратит существовать, этот конфликт не закончится, потому что существование антироссии больше не будет ни в каком виде попускаться. И неважно, сколько регионов войдут или не войдут в состав России. Еще раз подчеркиваю, война – это не за территорию, а за безопасность Российской Федерации. И, кстати, за безопасность Украины тоже, потому что она сама себя подвергла опасности, попустив иностранную ползучую интервенцию внутри. И в данном случае иностранная ползучая интервенция – это не Россия. И до тех пор, пока это не прекратится, пока вот эта логика Украина равно антироссия не прекратит свое существование на корню, а что суть первопричина конфликта? Конфликт завершен
к сожалению, не будет. Вот такая ситуация. И неважно, сколько, подчеркиваю, регионов войдут или не войдут в состав России, если бы не было антироссии на территории Украины, ни одного бы не потребовалось включать в состав России. Вот в чем дело, понимаете? Поэтому, возвращаясь, завершая ответ на ваш вопрос, какие ошибки, можно ли считать, что Россия Путин где-то выиграл или Путин где-то проиграл? Опять-таки, здесь, если в глобальном пределе смотреть, проигрышной наша была стратегия попустить то, что в итоге произошло, и что вызвало необходимость начинать специальную военную операцию. В этом была проигрышность, с моей точки зрения, стратегии. Если брать конкретный временной промежуток, а именно 2025 год, ну, как мне представляется, с учетом того, что Россия говорит с позиции силы, так или иначе, и на поле боя, и в международных отношениях, наверное, это скорее позитивный итог, нежели негативный, имея в виду весь тот гигантский ущерб, который России наносится в результате вот этих боевых действий. Просто понимаете, какая история? Даже гипотетически закончившаяся война не будет означать, что не будет диверсии на территории Российской Федерации через каких-то одураченных, Конечно. оболваненных, подкупленных, ну, кто по-разному. Мне вот пишут, например, Шелест, да что ты веришь, что это, ну, который полицейских подрывал вчера, что он там. Обязательно будут диверсии, 100%, и не один год. Ну, то есть, смотрите, этот ущерб, вот он такой, ну, ты не обезопасишь, собственно. Но мы не видим ничего подобного со стороны России в Украине. Ну, там буквально возникает главный вопрос. Такое ощущение, что, ну, это цинично, конечно, это вот главное зло 25-го года, как и 24-го, это ТЦК. Сейчас вообще доходит до какого-то ужаса, когда нормально стало, нормальной практикой, видимо, можно. Это прям инструкции такие. Берешь там магазин пистолета и магазином выбиваешь окно в машине, вытаскиваешь, задуваешь газом, дерешься с бабушками. Там, если ребенок на руках, ничего страшного, там газ, все вот это месилово. Но подождите, а куда делась кампания ударов по зданиям ТЦК, которую в медиа, по крайней мере в интернете, украинцы приветствовали? То есть такое ощущение складывается, что вроде как что-то начинают такое более-менее, да, что меняет изнутри украинского, ну, восприятие. Закрытое такое, концлагерное во многом, да, где нужно любить хозяина, любить верхушку, вертикаль, иначе ты не добьешься ничего, ну, не будет у тебя. Бронь потеряешь, на фронт отправят, бизнеса не будет. Все понимают, как эти 5-6 менеджеров, даже находясь сейчас в тени где-то, кто-то, да, вот из-за отставки Ермака такой деланной, все равно выстроена вот такая линия. И вроде как нанесли удар по этому ТЦКшному кодлу со стороны, и вроде люди как бы приветствуют, потому что они просто берега попутали. Потом остановились, но мы видим, что ТЦК опять сейчас, скажем, ну, как бы беспределит еще больше. Вот тоже такой интересный момент этого 25-го года я предлагаю обсудить. Получается, что в Кремле нет вот этих стратегов, которые там, или как, или это постоянная борьба башен, что кто-то предложил, потом раз, типа, откатывают. Какая-то удивительная история. А может, это и есть элемент стратегии? Продемонстрировать возможность нанесения подобных ударов и прощупывания почвы, в том числе в плане отклика общественного на такие действия. Это с одной стороны. С другой стороны, Саша, надо признать, как мне кажется, что столь серьезный, девальвирующий репутацию киевской власти элемент, как ТЦК, просто взять и сейчас его раскатать, с учетом того, как он эффективно работает, дискредитируя нынешнюю украинскую верхушку и ее взгляды на жизнь, но это было бы недальновидно. Может, это тоже элемент стратегии. Я эти стратегии не пишу, я их не видела, я не знаю, могу только предполагать. То, что было продемонстрировано, и
широкий отклик получили. Да, хорошо. Но с другой стороны, до сих пор, пока вот эта террористическая группировка под названием ТЦК действует и работает наилучшим образом на дискредитацию в глазах местного же населения нынешней украинской власти, глупо, наверное, отказываться от такого элемента. Ну так, если цинично посмотреть на эту ситуацию. Вот это во-первых. Во-вторых, знаете, тут тоже можно перегнуть палку. И снова, там, скажем, слишком, может быть, массированными и частыми ударами по вот этим пунктам приема несчастных граждан на войну, может быть, Банковая сыграла бы в другую сторону с точки зрения репутации, и наоборот, людей вокруг ТЦК не то чтобы объединить, а какое-то сочувствие у них вызвать. Смотрите, это тоже жертвы агрессии, как и все прочие жертвы. Это агрессия, агрессивный агрессор и так далее. Объединяемся. Такое тоже может быть. То есть тут перегибов можно устроить сколько угодно. Есть стратегия или нет? Мне представляется, что есть. Какая она, в том числе в той части, как должно работать с настроениями украинского населения, я не знаю. Моя оценка того, что происходило, наверное, даже года где-то до 23-го, может, даже 24-го, крайне негативная моя оценка. Потому что, как мне представляется, делалась ставка на людей, которые занимались только и исключительно освоением бюджетов и тупой бравадой. Вот эта мягкая сила, в отличие от западных товарищей, у которых мягкая сила наилучшим образом сработала через НКОшки, через всякие юсейды, плюс активная работа комплекса посольств западных стран, которые работали на поддержание нарратива антироссия. С нашей стороны работа обратная выглядела, мягко говоря, неэффективно, хотя подозреваю, что средств туда, в том числе материального характера, было вложено, вежливо говоря, не меньше, а возможно даже и больше, не удивлюсь. В Ну, этой части я работу оцениваю негативно. Как это будет меняться, ну, я, признаться, сейчас затрудняюсь рассуждать на эту тему, потому что даже при всем желании попробовать вообразить, как бы хотя бы немножко этот тренд переломать, с учетом того, что простые люди вполне обоснованно, крайне негативно относятся к Российской Федерации, даже ранее, если они были к ней лояльны до начала специальной военной операции, как этот тренд в другую сторону качнуть с учетом того комплекса, который был полностью провален в этой части гуманитарной политики с нашей стороны, мне сейчас трудно сказать. Проблема эта имеется. Но, да, удары по такие демонстративно интересные. По ТЦК, да, это пиар-составляющая хорошая. Тоже использовалась и в медиа, и так далее. Ну, то есть это больше пиар-составляющая, нежели это какое-то реальное действие стратегического характера, которое влияет на положение на фронтах. значит, мы в прямом эфире приходят новости о том, что тоже, да, в продолжении темы. Ой. В Бровинской области сотруднику ТЦК ломом сломали ребро. Патрульная полиция пыталась остановить автомобиль. Тот проигнорировал требования, спрятался на территории одного из ФОПов. В это время группа прохожих начали хватать правоохранителей за одежду, обзывались матом, бросали палки в них. Один гражданин взял лом и ударил военкома. Ну и, собственно, вот так. Открыто дело. Ну и приходят, собственно, сообщения о том, что умерла Вера Алентова, известная российская, ну, советская, да, прежде всего, актриса, это, которая в Москве, «Москва слезам не верит» играла. Оскар тоже был у нее, да, вот этого фильма, да, и у нее, соответственно. Только вчера ее дочь видела, госпожу Меньшову, мои глубочайшие Да, соболезнования. 83 года было, ну, опять-таки,
приходят новости, что в Днепре сожгли автомобиль бойцов вооруженных сил Украины. Тоже, наверное, с НЦК перепутали. В общем, вот такие новости. Друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Чего вы ждете в 2026 году? 10% войны ждут, 25% смены власти в Украине, перемирие, 26% ничего уже не ждут, разочарованы, и 38% ждут мира. Спасибо большое, что проголосовали. А смена власти равно мир сейчас? Как вы бы ответили на этот вопрос? Смена власти на Украине Да. один из элементов. Полностью не равно, конечно. И вообще, смена власти какой? Тут, знаете, Саша, тоже надо уточнять. Уже много вертикалей, да? И есть президентская вертикаль и все, что вокруг этого кадра собралось. Есть парламент, который, насколько мне известно, в условиях военного положения, которое нынешняя текущая так называемая власть не хочет отменять, не может переизбираться. Есть органы местного самоуправления, есть финансово-промышленные группы, которые тоже в некотором роде можно считать властью. Что здесь конкретно имеется в виду? Ну, Это конкретно просто Зеленского, понимаете? ну, Зеленский и его креатура, да, это один из элементов. Это один из элементов, потому что он один из основных, точнее, основной публичный символ, которым играются, которым бравируют его нынешние хозяева из глобалистской и европейской тусовки. Если этого элемента не будет, им срочно придется искать нового лидера свободного мира, а это проблематично. Причем этот лидер свободного мира должен быть как минимум приятен местному населению, иначе эта тема не поедет. Если к Зеленскому уже привыкли, плюс зачищены все эти самые лидеры общественного мнения, опять то под санкциями, то где один канал единственный фактически работает, этот зомбоящик, и там определенный нарратив вполне конкретный воспроизводится. Это одно дело. А если это, как говорится, рыба, да, с головы гниет, так или иначе голова, если с ней резко что-то происходит, вся конструкция начинает сыпаться. Вот. Если не будет вот этой опоры в виде вполне конкретного кадра его подельников в Киеве у этих глобалистских элит, то как они будут продолжать осуществлять управление? Это будет проблематично. Поэтому да, это один из элементов. Возможно, даже, может быть, даже и главный, кстати. Возможно. Или один из главных, но не единственный. Да, перейдем к вашим вопросам, уважаемые друзья. Значит, из закрытого клуба вопрос от Василия. В чем привлекательность российских идей для Украины? Есть ли они вообще, эти идеи? Сформулированных в привлекательной форме, к сожалению, нет. Это, кстати, упущение нашей гуманитарной политики. Но я в данном случае, в том числе и для этого, в публичном пространстве действую, чтобы что-то такое артикулировать. Как бы я это сформулировала от себя? Привлекательность в том, что это принадлежность к уникальной, мощнейшей цивилизационной общности с серьезной, разной, но очень достойной историей. Потому что мы реально победитель. Вот Украина же очень хочет перемогу постоянно. Так этих перемог было, причем Украина от собственных же перемог реальных, не дутых и невозможных, про которые сегодня нынешняя верхушка рассказывает, а настоящих перемог в прошлом-то пруд-пруди, более чем достойных, реально здоровских. Интересная история, культура, общность, достоинство. Вот все, что действительно есть, от этого идет отказ, потому что это связано с Россией в том числе, потому что это общая история. Так внушили самым негативным образом, с нашего, кстати, попустительства, то, что если это связано с Россией, даже если это раньше считалось чем-то привлекательным или по форме, по сути, является привлекательным, хорошим и великим, то это уже заведомо плохо. Нет, это неплохо. Это наоборот хорошо. И у нас многие тоже были обмануты
на волне потенциальной дружбы с Западом, к которой все так стремились, там, в 90-е, даже 2000-е, да даже это, наверное, год до 14-го плюс-минус происходило, даже до 18-го, прям конкретно. Потому что всем было очень важно, там, в тот же чемпионат мира по футболу, что какая пресса про это напишет, все судорожно искали, наша пропаганда это все поднимала. Что вот нам надо было, чтобы какой-нибудь BBC в своей заметке признал наше величие, нашу красоту, там красоту Москвы, высокий уровень организации мероприятий и так далее. Это было во всем. И на Украину это тоже перенеслось, только в более маргинальной форме. Моя идея в том, что надо от этого, от этой пагубной привычки искать какую-то общность с Западом и даже на арабской позиции. От этого надо отказываться, потому что Украина реально не рабы в случае, если они не отказываются от своего прошлого. Как только они начинают отказываться от своего прошлого, которое непосредственным образом связано с Россией и в единой спайке идет, они действительно становятся рабами. Вот такая идея. Так, ну тут, конечно, смеются. Памятник Варенику, 7 января, День программиста в чате. Сейчас к чату перейдем, друзья. Давайте несколько вопросов из сообщества. Тамара спрашивает: уважаемый Александр Полина, вопрос из Казахстана. На многие годы вперед украинские руководители умеют лишь выбирать, с кем распродавать богатство страны и чью волю исполнять. То есть рассчитываем на здравомыслие и сотрудничество на пути к процветанию обеих стран. С помощью каких шагов Россия могла бы угомонить соседа на длительный период, если заход в управление страной с любой стороны в данный момент для украинцев считается недопустимой капитуляцией? Предательством украинства, уточню, как отменить агрессивную историческую ложь в школах, как предложить сотрудничество самим жителям, если изнутри самой страны движения к этой идее нет, и как гарантированную безопасность получить. Прошу развернутый ответ. Фраза «победа на поле боя» и, похоже, оставит ощущение, будто нет у России вообще никакого плана. Нет, план есть, но, к сожалению, ситуация была доведена до той точки, когда решение этого вопроса возможно только военным путем. Вот и все. Что конкретнее, более развернуто, ну, мы уже ранее этого касались на поле боя, да, конфигурация ключевую роль играет. Но опять-таки, война-то идет не за территорию, а как раз за то, чтобы не было вот этой гуманитарной катастрофы в виде Украина строго равно антироссия. Как это будет достигнуто? Это смена гуманитарной политики в первую очередь. Даже не в первую, нет. Это смена внешней военно-экономической политики, потому что политику гуманитарную определяют те, кто определяет внешнюю и военно-экономическую политику, а определяют ее те, кто обладает ресурсами на данной территории. В настоящем случае это коллективный Запад, который считает Украину своей подмандатной территорией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но здесь история, опять-таки, уже любопытная получается у нас, потому что коллективный Запад, как во главе с Соединенными Штатами, повторюсь, несмотря на то, что сейчас коллективный Запад не монолитен, поскольку они как сторона подлинная конфликта этот конфликт проигрывают по одной простой причине. Им не удалось достигнуть заявленной ранее цели под названием «стратегическое поражение России». И чем дальше, тем очевиднее становится, что эту цель они достигнуть при имеющихся на самом деле силах и средствах у них не могут, они стремятся снизить свои убытки и издержки в результате вот этого проигрыша. И в случае, если нашими контрагентами будет признано, что проще заниматься некоторыми более глобальными, потенциально для них опасными вопросами и оставить уже украинскую тему, и признать за Россией ее право на свою концепцию Монро и на собственную безопасность как преимущественно континентальной державы, тогда будет меняться уже и гуманитарная политика, и то, о чем
вы говорите. Но, Мгм. к сожалению, это будет, ну, пока военным путем вопрос решается. Александра, где все те эксперты, которым в течение года таксисты говорили, что фронт осенью-зимой заморозится и что Россия еще 20 лет будет брать Донбасс? Значит, продолжайте больше вводить людей в заблуждение, в каждую неделю показывать карту Deep State, которая отстает от реальности на месяцы, ведь крепак должен думать, что все хорошо, ждать свой бусик вместо того, чтобы свалить. Правильно? А я-то думаю, почему, когда задашь вопрос, должны ли медийные личности нести ответственность за умышленный дурман украинцев, все отвечают нет и никого не накажут. Потому что первые будут в этом списке со своими тезисами ракет на 2 выстрела и подобным бредом. А по поводу фальшивого курса на мир со стороны Европы, это не более чем фарш, чтобы триггерить Трампа. Что думаете? Насколько я понимаю, там речь идет о лице, который на территории Российской Федерации признан террористом и экстремистом. Но с учетом того объема обструкции, который он получил со всех сторон, я думаю, это можно назвать некоторой формой ответственности за то, что он нес в эфир и про 2-3 недели и так далее. Уголовные дела во всей Триединой Святой Руси, невозможность осуществлять политическую иную деятельность и некоторые опасения касательно личной безопасности, безопасности собственной семьи. Мне кажется, это полный набор издержек. Конечно. Вот. Это отвечая на вопрос вот, по сути. А касательно, в принципе, ответственности публичных людей, ну, здесь уже, где форма ответственности начинается свое соприкосновение с цензурой. Тоже вопрос. Так а У цензура нас, должна быть? Подождите. а у нас, знаете, внутри российского общества, я как представитель российского общества, у нас разыгрывается нешуточная полемика касательно того, где заканчивается критика и начинается дискредитация, например, вооруженных сил России, да? Где заканчивается критика действующей власти и начинается ее оскорбление. Вот у нас Верховный суд сейчас дает разъяснение по данному поводу. В данном случае самое страшное — это даже не цензура, как-то номинально оформленная, хотя я считаю, что в военное время должны быть ограничения серьезные на информацию, просто потому что это может с учетом тех медиатехнологий и скорости распространения информации, невиданной там в сравнении с 20 веком, хотя и даже там была военная цензура, да, казалось бы, не было интернета, были почта, телеграф, пресса, и то довольно серьезные усилия были предприняты для того, чтобы ограничивать хождение какой-то информации значимой. А в сегодняшний день, в сегодняшнем дне, когда мы живем в эпоху беспрецедентного развития телекоммуникаций, конечно, это контролировать становится тяжелее, но страшнее всегда это самоцензура. Когда ты понимаешь, что сказав что-то не то, ты не просто можешь быть подвергнут обструкции, на тебя могут написать 250 штук доносов в разной форме, и найдется какой-нибудь исполнитель, который очень сильно захочет выслужиться и на твоем примере как публичного лица продемонстрировать свою, в кавычках, эффективность. И вот на базе вот таких вещей начинает работать и самоцензура тоже. И для меня там, я некоторых тем сознательно избегаю не потому, что не могу свое мнение сложить по тому или иному вопросу, потому что считаю, что могу очень завуалированно в виде притчи его Ну так а высказать. чем это Все, отличается? Подождите, а чем это отличается от украинских экспертов это таких же? самых, Ну, смотрите, Саша, опять-таки, вот мы к этому и сейчас приходим, понимаете? сейчас объясню, чем Тоже это отличается. одни там рассказывают проповеди, там Сейчас какие-то объясню. притчи, какие-то еще, ну, а по сути такая же Сейчас цензура. объясню. Здесь у нас мы сталкиваемся с несовершенством правоприменительной практики. Чем отличается Россия от Украины? Ну, хотя бы тем, что у нас больше, чем один канал. Во-первых. Во-вторых, Саша, Ну что и YouTube с проблемами посмотреть тоже, понимаете? ну, YouTube с Хотя проблемами. казалось бы, да, Кстати, ну, кстати, не поддерживаю. Вот поскольку YouTube не входит в число экстремистских организаций на сегодняшний день, я могу об этом сказать.
что я не поддерживаю. И считаю, что Роскомнадзор, дай бог там всем здоровья в Роскомнадзоре, поступает неправильно, когда ограничивает граждан нашей страны в возможности потребления, в том числе крайне полезного контента. А те, кто привыкли потреблять бесполезный или вредоносный контент, несмотря ни на какие ограничения, найдут способ его потреблять. Поверьте мне, уважаемый Роскомнадзор. Не поддерживаю. Вот. В общем, самая такая штука интересная, конечно, это самоцензура, опять-таки, возвращаясь к вопросу, который ранее был поднят. Но главная проблема – это несовершенство правоприменительной практики. Где у нас проходит грань, опять-таки, между дискредитацией? То, что у нас, знаете, ходят, у нас есть люди, номинально иные функции выполняющие, в том числе на фронте, но которые теперь круглосуточно сидят в интернете, находят на это время, чтобы воевать с женщинами, пенсионерками и угрожать уголовными делами. Вот это весь полный набор. И люди как бы теряются. С одной стороны, это какой-то беспредел, с другой стороны, тут тебе угрожают, сейчас мы тебе дискредитацию армии России пришьем. И даже есть успешные примеры, там, когда люди пользуются своими связями в правоохранительных органах, какие-то медийные, и за вопросы, возможно, даже иногда в групповой форме просто привлекаются люди и обрубается любая возможность коммуникации и обсуждения границы допустимого в разных формах. Но это тоже не очень, чтобы как приятно. Но вот эти нарывы, они вскрываются постепенно. А вот в данном случае у нас прогресс все-таки налицо. Что эти нарывы вскрываются, комментируются, и в том числе даже на уровне Верховного суда у нас уже идут комментарии, что, допустим, критика власти не является ее дискредитацией или оскорблением. Соответственно, критиковать нам Верховный суд разрешил. Все. То же самое сейчас у нас идет баталии по поводу того, что является дискредитацией вооруженных сил Российской Федерации, а что нет, потому что формулировки очень расплывчатые, да, что является критикой, а что является Ну, дискредитацией, а тут, что этим не является. И смотрите, вот это, ну, это проблема военного тут времени, чат Саш, потому нам что все помогает. равно, Мы в да, прямом эфире говорит о том, что там это тоже есть вопрос воспитания. Влад спрашивает, скажите, вы же понимаете, что империализм далеко не то, к чему должен стремиться мир? а вы знаете, начнем с того, что империализм все по-разному определяют. Одни определяют империализм как форму глобализма, причем вредоносно, другие империализм определяют как сильную политику культурно-территориальной экспансии, что усиливает государство. А история человечества так или иначе состоит из того, что границы меняются, государства меняются, их состав региональный тоже меняется. Можно до этого империализм свести. А, Супротив. Можно взять мононационализм, который сегодня на Украине пытаются строить. Что, далеко продвинулись? К чему это приходит? Уменьшается территория, уменьшается население, уменьшается потенциал, идет война. Вот и вся история. То есть здесь, смотря что в эти слова вкладывает вопрошающий. Потому что это определение можно как из позитивной коннотации рассматривать, так и с негативной коннотацией рассматривать. И обе коннотации могут быть в той или иной форме справедливыми. Понимаете? Потому что у каждого явления есть как положительные, так и отрицательные стороны. Вопрос в том, как это явление применяется и в какой форме, с какими целями. Отсюда зависит набор либо позитивного, либо негативного в данном явлении. У кого это в руках, и кто как этим пользуется, то и определяет, хорошо это или плохо. Мгм. Поэтому я считаю, что неправильно так под одну гребенку, что это строго хорошо или строго плохо, Да, смотря что тут мы рассматриваем. просят пользователи новогоднее голосование. Вот, пожалуйста, выбирайте. Оливье, селедка под шубой, мандарины, бутерброд с икрой. Это так, чтобы зафиналить более-менее поздравлениями с наступающим Новым году. Еще вопрос. Война идет, чтобы оттянуть крах доллара, причем в этом заинтересованы все. И Америка, и Европа, и Украина, и Россия. Поэтому война будет длиться столько, сколько надо времени для того, чтобы минимизировать финансовый крах. Как вы относитесь к такому утверждению? Как конспирологии, не слишком
как мне представляется, соответствующий реальному положению дел. Сейчас объясню почему. Вы наверняка знаете, что до доллара функции мировой резервной валюты выполнял фунт стерлингов. Фактически фунт стерлингов перестал выполнять указанную функцию в полном объеме, что стало толчком для финансового кризиса на острове, с одной стороны, и в европейской финансовой системе. И небывалому росту на западном полушарии экономическому, с другой стороны, когда Германии нацистской по Версальской Вашингтонской системе разрешили не выплачивать репарации в фунтах стерлингов. Да, Вот. вот И вся эта история, кстати, началась, когда доллар фактически стал мировой резервной валютой, где-то уже с середины 30-х годов. Это только потом было оформлено через золотой стандарт в 1947-м, но это началось сильно раньше. Но фунт стерлингов, извините, война после этого уже началась, когда фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты фактически пал. Крупная война началась после этого. Во многом вследствие, но после этого. Поэтому здесь причинно-следственная связь не работает в данном случае. Да, ну тут люди прикалываются от нашего гастро-опроса, говорит, ничего нельзя трогать, все на Новый год. Спасибо, друзья. Совпадение, ну, тут, как бы повеселиться чат, говорит, вопросы, совпадение, что Подоляк и Урсула гинекологи по образованию, вот, в принципе, поэтому такая ситуация. Много, знаете, таких моментов нам преподнес 25-й год. Полина, ну, большинство здесь у нас за оливье все-таки. 14 мандарины, 24 икра, селедка, 26 и А 36 я бы за оливье. икру проголосовала. Потому что Уиткофу подарили целый ящик. Потому что я ее сама люблю. Видите как, то, что вы А оливье любите. не очень, потому что я майонез не очень, поэтому у меня более субъективный взгляд. Всем большое спасибо, друзья, за сегодняшнее времяпрепровождение. 25 число, кто празднует Рождество, ну, по своему обряду, тех тоже, конечно, с праздниками, но 25 число всегда, вот так вот это день, когда начинается вот уже действительно вот эта новогодняя суета, поэтому, наверное, будем надеяться, что следующий 26-й год будет уж точно лучше, чем 25-й. Полина, спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр. Дорогие друзья, всех с наступающими и текущими праздниками. Пусть в новом году вас радует как можно больше позитивных событий. И давайте все-таки оставаться людьми, потому что для того нам Господь Бог и дал способность мыслить и коммуницировать, для того, чтобы людьми все-таки оставаться. И у нас, безусловно, все получится. У всех адекватных, хороших, добрых. У злых нет, у хороших, добрых, да. Все будет обязательно хорошо. Всех с наступающим Новым годом. Да, друзья, добра и света, увидимся обязательно.